История США, самый известный афроамериканец, как быть известным до Black Lives Matter, ну и как не отказываться от своих идей. Приветствую вас, мои будущие историки, с вами, как обычно, Роман Кляузов и канал Moments of History. Сегодня я познакомлю вас с одним из самых известных людей Соединенных Штатов, с человеком, который боролся за права людей и за равенство людей, и в первую очередь афроамериканцев, еще до известных нам с вами событий. Сегодня мы поговорим о Мартине Лютере Кинге. Устраиваемся поудобней, не будем тянуть время. И, кстати говоря, не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставить лайки, потому что видео будет крутым, как и вы, потому что я несу бред. Ну а на самом деле подписаться, поставить лайк нужно, потому что видео, я правда буду надеяться, что вам понравится. Ну и не будем тянуть, Мартин Лютер Кинг, поехали. Мартин Лютер Кинг родился в Атланте, штат Джорджия, в семье пастора баптистской церкви, и изначально его звали Мартин, потом отец поменял, назвал его Мартин, хотя это не точно, так отец утверждал, поэтому это не факт. Детство у него было достаточно тяжелым. Почему? Отец такой: ты должен добиться успеха. Поэтому вот сейчас что у нас делали бы, да? Подбадривали, поддерживали, советовали что-то. Может быть, образование платили высшее. А тогда что? Надо бить ребенка. Значит, бьет, значит, любит, вырастет талантливым. Мартин Лютер Кинг, конечно, вырастет классным, замечательным, талантливым и известным человеком, но вряд ли от того, что его били. Окончив школу, Мартин Лютер Кинг в 15 лет, в 1944 году поступает в один из популярных колледжей для черных. Почему так произошло? Вторая мировая война, и очень много людей ушло на фронт, и колледж такой, ребята, сдавайте экзамены, приходите к нам, мы всем рады. И Мартин Лютер Кинг такой: а почему бы нет? Пошел, сдал экзамены и поступил. А к своему 18-летию Мартин Лютер Кинг решил, что он станет священником, и пошел учиться на священника. Более того, он вступил еще и в очень важную организацию – Национальная ассоциация Конгресса цветного населения. Организация, которая будет помогать, в общем-то, защищать права афроамериканцев. При этом Мартин Лютер Кинг будет строить карьеру священника, если можно так сказать. Надеюсь, никого не оскорбил данным высказыванием. Он помогал в церкви, а дальше он отучился на священника и, более того, стал доктором по философии. Доктором по философии он стал, закончив аспирантуру Бостонского университета, а за 2 года до этого, в 1953 году, он женился, и у него будет много детей, 4 детей, которых он будет безумно любить. И вообще, кстати говоря, чтобы понять Мартина Лютера Кинга еще больше, следует рассказать 2 истории знакомства. Первая история связана с детством и с маленьким мальчиком, который жил по соседству. Он был белым. И, в общем-то, до того, как пойти в школу, мальчики дружили. Семья не то чтобы очень хотела, чтобы их ребенок дружил с афроамериканцем. Но, ничего, после школы им пришлось расстаться, их насильно разделили по факту. То же самое будет с его первой любовью. Она тоже будет белой, и тоже, значит, будут все против, и, в общем, брак не состоится, в общем, не судьба. Данные события очень серьезно отразились на Мартине Лютере Кинге, на его мировоззрении, и это сыграет свою роль в дальнейшем. Он будет всю свою жизнь бороться за равенство в Соединенных Штатах Америки. Известность к Мартину Лютеру Кингу приходит во время автобусного бойкота, когда он возглавил протест против сегрегации. Сегрегация – это разделение людей в обществе на группы, которые либо вообще друг с другом не контактируют, либо, очень-очень условно контактируют. И в Америке как раз в это время, во время жизни Мартина Лютера Кинга, 50-е, 60-е, сегрегация процветала. С чего началось это движение? Это Роза Паркс, которая решила не уступать место в автобусе. А если вы не знали, то раньше в Америке были автобусы, где были отдельные места для черных, отдельные места для белых. И, значит, она такая, нет, почему я должна уходить? И вот с этого момента и начинаются протесты.
В итоге закон в штате Алабама о сегрегации был признан незаконным Верховным судом Соединенных Штатов. Мартин Лютер Кинг продолжит свою деятельность, будет вступать в разные организации, которые будут, в общем-то, это все дело контролировать, помогать защищать права. И однажды с ним случится неприятная ситуация, когда его чуть не убьют. 1958 год, штат Нью-Йорк, и Мартин Лютер Кинг был ранен канцелярским ножом от психически больной женщины. Изолла Карри, с такой вот интересной именем, фамилией, посчитала, что Мартин Лютер Кинг поддерживает коммунистов и раскачивает всю ситуацию в Соединенных Штатах, и она решила его убить. Убить не получилось, его, в общем-то, отвезли в больницу, там 3 врача очень долго над ним колдовали, и в итоге через несколько недель его выписали, и он был жив-здоров. В 1960 году по приглашению премьер-министра Индии Мартин Лютер Кинг отправляется в Индию на целый месяц, и там он знакомится с учением Махатмы Ганди, ролик про которого, кстати, у нас тоже был, можете посмотреть. Учится он вот этому ненасильственному протесту, и данный ненасильственный протест как бы в Индии очень помог. В 1947 году Индия станет независимым государством. Ганди, правда, за это убьют, но это уже совсем другая история. Можете, еще раз говорю, посмотреть ролик про Ганди. При этом Мартин Лютер Кинг привлечет внимание ФБР, которые будут тоже считать, что он работает на коммунистов, его будут прослушивать, но так ничего не докажут. Значит ли это, что в ФБР тоже были психически больные люди? Вопрос. Мартин Лютер Кинг, кстати говоря, попадал в тюрьму. Угадайте, на сколько? На целых 5 дней в 1963 году за нарушение митингов. Упс. В этом же году он устраивает марш на Вашингтон, марш, где участвовало огромное количество человек, и люди пришли туда, и там он произнес свою самую знаменитую речь. И в закрепленном комментарии я эту ссылочку на весь фрагмент с субтитрами оставлю. Можете посмотреть и вдохновиться. Все движения, в которых Мартин Лютер Кинг участвовал, привели к изменению в законах. Это 1964 и 1965 годы. Закон о гражданских правах и закон об избирательных правах очень серьезно помогли афроамериканцам в движении за равенство, а Мартин Лютер Кинг в 1964 году за свою деятельность будет награжден Нобелевской премией мира за борьбу за равенство. Мартин Лютер Кинг продолжит, во всяких движениях участвовать, во всех движениях, которые помогают каким-то образом людям. А в 1968 году он будет убит на балконе отеля в городе Мемфис. Врачи не смогут ему оказать помощь, и он погиб. Джеймс Эрл Рэй будет пойман в Лондоне. При этом он сознается в том, что он убил Мартина Лютера Кинга. При этом он отсидит в тюрьме, и пока он будет сидеть, он начнет всем говорить, что нет, он не хотел, его заставили, он был пешкой в чужой игре. И он поэтому убрал, вот этого непонятного проповедника, который там за равенство что-то, в общем, втирал всем. Собственно, убийца в тюрьме погибнет, а Мартин Лютер Кинг и его влияние, его вклад, наоборот, только будет развивать в Соединенных Штатах вот эти все идеи о равенстве, которые помогли Соединенным Штатам и жителям преодолеть очень много проблем, но, к сожалению, так до сих пор и не все. Вот таким был Мартин Лютер Кинг, человек, который боролся за права, человек, который сделал очень много для американского общества, человек, который подарил американскому обществу надежду на равенство. И действительно, проблемы стали подниматься, проблемы стали, более того, решаться, но за свою деятельность он и пострадал. Но о таких фигурах обязательно нужно говорить, важно говорить и понимать, что именно такие люди и развивают общество дальше. Ну а на этом сегодня все. Подписываемся на канал, ставим обязательно лайки, подписываемся на социальные сети, смотрим, там разный контент, его очень много. Ну и, конечно же, не забываем комментарии, обязательно посмотреть речь Мартина Лютера Кинга, ну и учите историю. Всем пока.